Итак, друзья, всем доброго дня. После моих видео про толкатели, гидрокомпенсаторы клапанов, многие меня начали спрашивать: Серега, а какие стуки еще могут быть у нас в двигателе и, собственно, что они несут? Это какая-то неисправность двигателя, страшно это, не страшно это? Собственно, решил снять такое видео, оно будет интересно в основном для новичков. Друзья, не всегда стуки, какие-то шумы в двигателе это плохо, иногда просто это такая конструкция двигателя, и он так работает. Но бывают стуки сильные, и они за собой несут действительно какой-то сильный износ вот нашего силового агрегата. И нужно, собственно, быстро реагировать на эти стуки, иначе можете угробить весь ваш двигатель вместе взятый. Друзья, не будем тянуть, давайте начнем от простого к сложному. И первое идет у нас клапан адсорбера. Эта система у нас конденсирует, скажем так, пары бензина, которые поднимаются у нас в баке, и подает их обратно в топливную систему. Почему я не хотел писать этот клапан адсорбера? Да потому что он стучит в основном у нас на наших тазиках, на каких-то там приорах, калинах, грантах. На иномарках, как правило, этот клапан адсорбера не стучит. Да и сейчас на приорах, на грантах там все это регулируется. Вот здесь вот у него находится там какой-то регулировочный болт. Его можете подкрутить там на 1/2, 3/4. Сейчас в интернете, собственно, куча рекомендаций. И все, и стучать он у вас не будет, вся эта проблема решается. Но он может у нас противненько стучать, и многие на это реагируют. На наших тазах я знаю, что такое происходит. Дальше. Толкатели, гидрокомпенсаторы клапанов. Про это я уже писал очень много раз. Действительно, когда у нас толкатель, например, изнашивается, появляется зазор, то, собственно, толкатель может у нас стучать. И когда гидрокомпенсатор выходит из строя, у нас вот это вот, скажем так, его основная часть, либо она там забивается, он у нас нормально не работает, попадает в него воздух, и он тоже начинает стучать. Да, друзья, хочу сказать, что толкатели на холодную стучат, и это нормально, это просто специфика этих двигателей. После того, как двигатель у нас разогревается, тепловой зазор между толкателем и кулачком распределительного вала у нас сходит на нет, и двигатель начинает работать у нас тихо. Если он у вас на горячую работает не тихо, значит, вам нужно проверять зазор между кулачком распределительного вала и самим толкателем и уменьшать его. С гидрокомпенсатором, как я сказал, здесь уже все просто. То есть, если он вышел из строя, меняем, либо пробуем его как-то прочистить, и тогда он будет у вас опять нормально и тихо работать. Не буду 10 раз повторять, ссылки будут в описании, переходите, посмотрите, там все более подробно. Друзья, форсунки топливной системы. Вот, например, на некоторых Kia, Hyundai форсунки у нас стучат. Но вот если прислушаться, есть небольшое стрекотание у нас форсуночек. Многие могут перепутать это с толкателями, либо с цепью, но по сути это могут работать сами форсунки так. Форсунка по сути у нас является электромагнитным клапаном. Здесь вот у нас где-то вот так вот стоит пружинка, здесь стоит игла, она всегда закрывает эту форсунку. У форсунки есть вот сюда вот подается у нас питание. Сюда, собственно, подается у нас топливо из топливной рампы. В топливной рампе создается у нас давление. Топливо у нас вот так вот сюда вот заходит, скажем так, доходит до самой иглы, и оно как бы находится в таком запертом состоянии. После того, как на нее подается питание, здесь вот находится у нас электромагнитная вот эта вот обмотка. Игла поднимается вверх, вот благодаря вот этой электромагнитной обмотке. Здесь у нас идет вот так вот распыление, это все впрыскивается там, скажем так, во впускной коллектор, либо там непосредственно сам двигатель автомобиля. И когда питание у нас прекращает подаваться, игла эта возвращается у нас обратно, то есть вот сюда вот. И возвращается она может резко. Вот эта вот пружина, допустим, сильная, она может сильно вот это все дело закрывать. И это может сопровождаться такими щелчками, так щик-щик-щик. И многие могут перепутать вот эти топливные форсунки, например, с толкателями или гидрокомпенсаторами. Но это, друзья, так работают форсунки, это просто у них такая, скажем, работа.
Так, следующее. Цепной механизм ГРМ. Вот зачастую ремни ГРМ у нас не стучат. Ремень все-таки у нас эластичный, он может там вытянуться, порваться там, и так далее и тому подобное. Если у него выходят какие-то натяжители из строя, они там могут свистеть, но они, как правило, не стучат. А вот цепь ГРМ у нас реально может стучать. Во-первых, со временем она может у нас сама вытягиваться. Но, скажем так, у нее есть определенные натяжители. Ну, вот здесь вот они изображены. Вот здесь вот я его изобразил, скажем так, большим. У натяжителя есть такой вот шток. То есть, этот шток может выдвигаться там на несколько зубчиков вот сюда. Вот. То есть, он вот так вот выдвигается. И он натягивает у нас успокоители, либо какие-то башмаки. То есть, он давит у нас вот в эту вот сторону. И таким образом он натягивает у нас цепь. Если цепь у нас вытянулась на достаточно, скажем так, большую величину, то вот этого натяжителя уже не хватает. И цепь у нас начинает гулять вот на этих вот звездочках, либо там на фазовращателях и так далее. Если стучит у нас цепь, друзья, обязательно ее нужно заменить. Как правило, цепь у нас меняется со многими запчастями. То есть, иногда меняются звездочки, вот эти фазовращатели. Иногда, то есть, не иногда, практически всегда меняется натяжитель, меняются вот эти башмаки, успокоители, сама цепь, соответственно, меняется. То есть, замена цепи происходит, конечно, где-то в 200-250 тысяч километров, но стоимость этого всего будет достаточно дорогая. Скажу так, друзья, на турбированных моторах, особенно на TSI, цепь меняется в 60-70 тысяч километрах, особенно где-то на старых 1.4 EA111. Сейчас 1.2, 1.4 моторы EA211, да, они уже идут ременные. То есть, на них не стоит цепной механизм, начали ставить ремень менять намного дешевле, его можно менять чаще, и поэтому, скажем так, инженеры Volkswagen подумали, что на 1.2, 1.4 нужно все-таки поставить ремень ГРМ. А вот на 1.8, 2.0 там до сих пор идет цепь. И, собственно, на турбомоторах она ходит не так долго, как хотелось бы. Там 100-120 тысяч это 1.8 и 2.0. И ее обязательно нужно менять. На старых моторах, еще раз напомню, 1.2, 1.4, цепь меняется на 60-70 тысяч километрах. Если вы это все дело не поменяете, может перескочить цепь там на зуб или на несколько, да, она вообще банально может порваться вот здесь вот где-то, и ваши клапана встретятся с поршнями, и там это все дело можно, натворить делов, скажем так, пробьете поршни, погнутся клапана, ремонт будет очень и очень дорогой. Так что, если у вас зашумела, застучала цепь, ее обязательно менять. Итак, друзья, теперь идут у нас сложные неисправности, которые достаточно сложно диагностировать, а еще сложнее их устранить. Я сейчас просто расскажу, что может у вас стучать. Диагностировать их все-таки нужно где-то на сервисе, приезжать, пусть там вам послушает, если у вас что-то сильно стучит. Первое, это, друзья, у нас идут фазовращатели. Про фазовращатели я сейчас не буду говорить, как они работают. Все-таки у меня есть уже статья, ссылка будет в описании. Проходите, смотрите. У фазовращателя у нас есть ротор. Вот этот вот, он крепится у нас к распределительному валу и статор. У статора есть вот такие вот зубья, которые входят в зацепление у нас либо с ремнем ГРМ, либо с цепью ГРМ. Ротор и статор могут вращаться, скажем так, друг напротив друга. Вот сюда вот закачивается у нас либо сюда закачивается масло, и таким способом вот эта вот верхняя часть статора у нас может поворачиваться туда или сюда. Со временем вот эти вот перемычки, которые идут у нас в камерах, они у нас могут изнашиваться. Они также могут набивать вот здесь вот износ, и у вас фазовращатель начинает стучать. Конечно, это происходит через реально большие пробеги, там и 200, и 250 тысяч, и 300 тысяч. Вот. Но чем масло лучше вы будете лить, тем дольше будет ходить ваш фазовращатель. Хочу отметить, фазовращатели у нас могут устанавливаться как на ременные передачи, ремень ГРМ, так и на цепные.
Дальше идут поршни, стенки цилиндра, коленвалы, вкладыши. Поршень. У поршней есть так называемая юбка. И вот здесь вот на юбке у нас со временем могут образовываться задиры. Ну вот здесь вот видно, да, вот здесь вот. Вот. И поршень начинает у нас в цилиндрах немного вот так вот ходить в одну, в другую сторону. То есть как бы проявляются такие гуляния поршня. И он реально может вызывать стук. Далее идет у нас палец поршня, вот этот вот, да, который соединяет сам поршень и шатун. Вот здесь вот никакого зазора, по сути, у нас не должно быть, то есть никакого люфта. Когда появляются небольшие зазоры и поршень начинает гулять вот на этом пальце, то также у нас проявляются стуки. Следующее, друзья, это задиры блока цилиндров. Вот здесь вот, да, вот, ну видно, такой идет износ. Если задиры у нас глубокие, то вот этот вот размер у нас, скажем так, увеличивается. И поршень у нас начинает гулять туда-сюда. И из-за этого появляются, опять же, такие стуки. Причем они достаточно сильные. И они и на холодную, и на горячую есть. То есть они практически вообще не пропадают. Ну и самые последние, наверное, друзья, это коленвалы и вкладыши. У коленвала есть определенные шейки. Да? Как правило, ну, их сами очень редко задирают. Они сделаны из достаточно прочного металла. Ну, если и задирает, то не так сильно. А у них вот сюда вот на эти шейки одеваются специальные вкладыши. Вот, есть коренные вкладыши, они устанавливаются у нас в блок, а есть так называемые шатунные. То есть вот эти два вкладыша, они устанавливаются вот сюда вот в шатун, и все эта конструкция одевается у нас на коленчатый вал. Когда эти вкладыши у нас изнашиваются, либо на них опять же таки идут какие-то задиры, начинает проявляться стук. Именно вот от самого коленвала, от блока, от шатунов может идти вот этот стук. Это достаточно опасно. Почему? Потому что вкладыш у нас может провернуть. То есть, допустим, тот, который стоит внизу, он может провернуться и залезть сверху вот сюда, вот на этот вот верхний вкладыш. И таким образом у вас вот этот вот шатун с поршнем заклинит. Ладно, если просто у вас двигатель встанет и не будет заводиться, да, это одно. Но бывает такое, что клинит вот этот вот наш шатун, и поршень куда-либо вылезает, потому что остальные работают, скажем так, поршни с шатунами. И это называется, скажем так, кулак дружбы, когда разбивается блок, и из блока вылазит вот этот вот поршень. Это очень-очень плохо. Все вот эти вот неисправности, которые я показал вот в этом слайде, их нужно оперативно устранять. Это говорит уже о большом износе двигателя, либо какой-то неправильной эксплуатации, может быть, масло какое-то хреновое лили, может быть, его просто редко меняли. Но это такие глобальные реально неисправности. Ну, на этом, наверное, я буду заканчивать. Собственно, это все причины, по которым может у нас стучать двигатель. Если понравилось, обязательно ставим лайки, подписываемся на мой канал, будет еще много интересных видео. На этом у меня, друзья, все. Всем пока.